Здравствуйте, уважаемые друзья! С вами я, Юрий Тюченко, кандидат ветеринарных наук, и в этом видеоподкасте рассмотрим, как вывести шерсть из желудка кошки, как это проявляется, если она там есть, и как не допустить до этого. Кошки постоянно вылизывают себя, это часть их физиологии. При этом небольшая часть шерсти все же попадает в их желудок. Если кошка короткошерстная, молодая и здоровая, то это никак не отражается на ее здоровье. Как правило, то небольшое количество шерсти, которое попало в желудок кошки, без всяких проблем выводится с организма вместе с калом. В период линьки количество шерсти, которое попадает в желудок, увеличивается. В этом случае включается компенсаторный механизм в виде срыгивания. Частота срыгиваний может быть разной. Это все индивидуально. Может быть и раз в месяц, может быть немножко больше, но в силу разных причин кошка может и не справляться с выведением шерсти самостоятельно. Особенно это часто наблюдается у длинношерстных кошек, у стареющих кошек или кошек, у которых есть какие-то хронические заболевания, которые вызывают повышенную линьку или гипотонию кишечника. Так вот, когда организм кошки начинает самостоятельно не справляться с выводом шерсти, шерсть начинает накапливаться в желудок. Желудок начинает ее проталкивать дальше, в двенадцатиперстную кишку. Но, увы, там узкое место и шерсть редко проходит дальше. Как правило, там и начинает образовываться шерстный комок, который называется трихобизоар. Рано или поздно, все зависит от интенсивности патологического процесса, все это заканчивается непроходимостью кишечника. И чем ближе животное находится к такой ситуации, то у него можно наблюдать частые позывы к рвоте, частые запоры, могут наблюдаться кишечные колики, плохой аппетит, кошка пытается надрывно кашлять. И если животное обычно игривое, шерстка блестит, то при накоплении шерсти в желудке или кишечнике шерстный покров становится тусклым, а само животное становится апатичным. И если в такой ситуации ничего не предпринять, то в конце концов это заканчивается непроходимостью кишечника, ну и потом гибелью животного. И когда шерсти в организме кошки накапливается уже много, и животное уже не может самостоятельно справиться с этой ситуацией, то тогда выход только один – хирургическим путем извлекать эти шерстные комки, которые привели к закупорке кишечника. Не скажу, что это очень сложно для ветврача, но это проблемно и для кота, и для владельца животного. Также надо вовремя провести исследование, чтобы убедиться, что эту симптоматику вызвала все-таки закупорка шерсти, а не что-то другое. Надо сделать и УЗИ, и рентген с контрастом, чтобы убедиться, где именно не проходит жидкость и где локализуется шерстный комок. И потом надо успеть сделать операцию, пока животное еще не погибло. Допускать до таких ситуаций, конечно же, нельзя. Тем более, что это абсолютно и несложно. И если в обычной жизни кошка иногда бывает срыгнет, то это нормально. А если видите, что кошка уже не просто срыгивает за пару секунд, а начинает конкретно рвать, причем пытается рвать по нескольку раз подряд, то это уже симптом того, что у нее в желудке может быть чрезмерное скопление шерсти. И если посмотреть на рвотные массы, то ничего особенного у них как бы и не замечается. Могут быть или отдельные шерстинки, или даже маленькие кусочки шерсти, и то не всегда. При этом кошка после рвоты и дальше ведет себя как ни в чем не бывало. Вот такие симптомы указывают на то, что это может быть начало того, что организм кошки самостоятельно уже не справляется с выведением шерсти из организма, и ему надо помочь. Как я уже сказал, что вылизывание и выведение шерсти из организма – это физиологический процесс для котов. Поэтому кошка сама себя профилактирует от накопления шерсти. Кошки, если есть возможность, поедают траву. Механизм действия травы по выводу шерсти заключается в том, что трава содержит клетчатку, которая содержит слизь и которая обволакивает шерсть, которая уже есть в желудке. Также трава действует раздражающе на стенки желудка, и он тоже начинает продуцировать еще и свою слизь. Плюс к этому трава вызывает еще и сокращение стенок желудка. И вы, наверное, неоднократно могли наблюдать, что буквально сразу после того, как кошка поела травы, у нее наблюдается рвота, вместе с которой иногда выходит и шерсть. Но если шерсти попадает в желудок очень много, то кошка уже самостоятельно не может справиться с его выведением. В таком случае кошке надо помочь. Надо дать ей средства, которые предназначены для этих целей. Их сейчас достаточно много на рынке зоотоваров. Это и пасты, и подушечки, и специальные корма. Их принцип действия точно такой же, как и у обычной травы. Они содержат вещества, которые обладают обволакивающим действием и усиливают перистальтику кишечника. В качестве таких веществ
Может быть клетчатка, солодовый сироп, лецитин, глицерин, масло из льняного семени, экстракт корня подорожника. Все эти вещества называются функциональной частью препарата. Благодаря этим веществам облегчается выведение шерсти из желудка и кишечника животного. Эти препараты смягчают волосяные комки и облегчают продвижение волосяной массы через пищеварительный тракт. То есть они действуют еще и как легкое слабительное. Таким образом, шерсть удаляется скалом без нежелательной рвоты или запора. Но никто ничего не растворяет, как многие думают. Вторая часть шерстевыводящего препарата – это вкусовая составляющая, благодаря которой препарат охотно поедается кошками. Очень часто меня спрашивают, а какой препарат лучше всего, и просят назвать марку. Я вам скажу так, что иногда бывает, что кошка отказывается поедать тот или другой препарат. Это зависит от ее вкусовых предпочтений. Препарат надо подбирать индивидуально, чтобы кошка его хорошо поедала, а не вы постоянно запихивали в нее в рот этот препарат. Но что касается эффективности или цены, то я не вижу между ними особой разницы. Принцип действия всех препаратов практически одинаков. Но вы же понимаете, что дорого продать масло семени льна или экстракт корня подорожника не совсем просто. Поэтому очень часто все эти действующие вещества конкретно не упоминаются, а для пущей важности называются таким модным словом, как натуральные лубриканты. И препарат с натуральным лубрикантом уже стоит намного дороже, чем препарат с каким-то оголимым семенем льна или экстрактом подорожника. Ведь слово лубрикант, да еще и натуральный, как-то намного благороднее звучит и намного дороже стоит, конечно же. А чтобы владельцу животного совсем не было жалко денег, то чего только туда не добавляют в эти препараты. И ионы серебра, и золото, и разные омега-кислоты, и всякие другие масла. Короче, всего и не перечислишь. Я не скажу, что это плохо. Но на процесс выведения шерсти из организма кошки это практически никак не влияет. Все эти дополнительные вещества играют роль витаминно-минеральных добавок. Поэтому какой конкретный препарат выбирать, это уже ваше решение. А мое мнение вы услышали. Главное, подчеркиваю, чтобы животное с удовольствием поедало этот препарат, так как давать его надо регулярно и длительный период времени. Только тогда будет положительный эффект. А так это как ехать с аэропорта домой. Кому-то и шаттл подойдет, а кому-то и вип-такси мало, лимузин подавать. Но все равно все доедут к точке назначения и почти одновременно. Разве что с уровнем комфорта и понтов. И еще момент. Препараты препаратами, но не забывайте еще и вычесывать свою кошку. Этот пункт хотя и звучит последним, но по важности это один из самых главных и краеугольных моментов профилактики закупорки кишечника шерстью у кошек. Без этого ни одни препараты не помогут. Поэтому регулярно вычесывайте своих кошек. А пока всего вам доброго, здоровья вам и вашим любимцам. Подписывайтесь на наш канал и до новых встреч!